Согласно мировому докладу счастья, который был подготовлен по заказу ООН организации Sustainable Development Solutions Network, Норвегия – страна с самым счастливым населением в мире. Она лидирует не только в рейтинге Happy Planet Index. Страна также занимала первые строчки в престижном Prosperity Index, индексе процветания от британского Legatum Institute. Также Норвегия нередко возглавляет рейтинг стран мира по уровню развития от ООН, что свидетельствует об одном из самых высоких уровней образованности и грамотности. Более 80% взрослого населения имеет высшее образование. В местных детских садах поощряют приемы пищи и тихий час на свежем воздухе. В старшей школе экзамены сдают только 50% учащихся. Для тех выпускников школ, кто пока не определился с будущей профессией, существуют свои учебные заведения, которые помогают получить необходимые навыки в той или иной области. Нет и вступительных экзаменов в норвежских университетах, так что местные школьники, пожалуй, тоже самые счастливые. В этом выпуске мы разберем 5 фактов об образовании в стране с самым счастливым в мире населением. Детские сады. Обычные и не очень. В детский сад в Норвегии дети начинают ходить с 1 года. Приходят они туда не все сразу, а по очереди, постепенно, чтобы воспитатель мог взять на себя ответственность за адаптацию нового ребенка и уделить ему достаточно внимания. Питание в детсадах Норвегии, как и во многих других европейских странах, сильно отличается от того, что в нашей стране. Здесь нет привычных нам супов и каш. Обычно родители дают детям с собой так называемый матпакке – боксы с обедом, в который входят бутерброды, йогурт, сок, печенье. Нередко обед происходит прямо на улице, на свежем воздухе. А так как в стране уделяют большое внимание сортировке мусора, то малышей уже с малых лет учат выбрасывать мусор правильно. В Норвегии и вообще в скандинавских странах уделяют очень много времени прогулкам на свежем воздухе. В теплое время и хорошую погоду у детей на улице проходит и тихий час. В целом норвежские детские сады мало отличаются от других европейских, поэтому на обычных дошкольных учреждениях мы останавливаться не будем, а поговорим о тех садах, которые привлекают внимание. Особую популярность завоевал государственный детсад в Осло Фагерборг, построенный по проекту норвежской архитектурной студии RRA. Со стороны сперва может даже показаться, что это перевернутый дом. Считается, что такое необычное сооружение стимулирует творческое развитие его воспитанников. В городе Тромсё тоже есть свой необычный детский сад. Когда власти объявили конкурс на создание новых дошкольных учреждений, они не предъявляли никаких строгих требований ни к его дизайну, ни стилю и формату помещений. Теперь в норвежском Тромсё сосредоточены детсады, представляющие из себя целый лабиринт с туннелями и яркими расцветками. В них нет дверей, комнаты разделяются круглыми отверстиями в стенах разных размеров, а некоторые из стен и вовсе можно двигать и перемещать. Таким образом, постоянная смена обстановки не дает детям скучать и заставляет постоянно генерировать новые идеи и игры. Экономика в младших классах школы. Экзамен по лотерее в старшей. В школу норвежцы идут в возрасте 6 лет. В это время детей учат не только писать, считать и читать, но и знакомят с растительным и животным миром, а также учат общаться не только на родном языке, но и на английском. Помимо основных предметов, вроде математики и родного языка, здесь изучают также религию и экономику. За успеваемостью каждого ученика наблюдает комиссия. И в случае, если у ребенка проблемы, они составляют для него индивидуальный план по решению учебных проблем. Успеваемость, кстати, обсуждается строго 1 на 1 с ребенком и родителем. В средней школе с 5 по 7 класс у детей добавляются некоторые новые предметы, среди которых есть такие, как домашняя экономика. Здесь дети учатся вести домашнее хозяйство в целом, готовят, занимаются бытом, обучаются грамотному планированию бюджета. Старшая школа начинается с 8 класса. Здесь уже добавляются профильные предметы. После окончания школы норвежцы не сдают ни выпускных экзаменов, ни какой-либо аналог нашему ЕГЭ. Точнее, сдают, но не все, а как повезет. Существует так называемый экзаменационный секретариат Норвегии, который отбирает учеников, которым предстоит сдать экзамен, вслепую. О том, предстоит ли ученику сдавать экзамен или нет, он сам узнает за 2 дня до него. Экзамен может быть назначен по 1 или 2 из перечисленных предметов: информатика, математика, экономика, английский, норвежский или какой-то профильный предмет. Народные школы. Когда ученик заканчивает школу, но пока не знает, чем бы он хотел заниматься дальше, он может поступить в так называемую народную школу. В стране около 80 таких учебных
учебных заведений, и располагаются они в основном за чертой города. Каждая такая школа имеет свою специализацию, и в течение года или чуть больше ученики приобретают там конкретные навыки. Окончание народной школы еще не дает права работать, но дает преимущество при поступлении в вуз. Впервые такие школы появились в середине 19 века и постепенно получили распространение в странах Западной Европы и особенно в скандинавских. Это были школы для взрослых, которые предполагали постоянное взаимодействие учеников и учителей, помощь молодым людям в том, чтобы узнать себя и свои сильные стороны лучше. Замысел и концепция народных школ принадлежит философу Николаю Грюндвику из Дании. Народные школы предлагают программы как по академическим дисциплинам, среди которых лингвистика, философия, информатика, так и по творческим: театр, фотография, искусство. Существуют и профессиональные программы для будущих журналистов, медработников, фитнес-инструкторов. После окончания такой школы экзамены также не сдаются, но каждый выпускник получает сертификат об окончании заведения с перечнем дисциплин, которые он прошел. Лучшие норвежские вузы. Университет Осло, старейший университет Норвегии, основанный в 1811 году как Королевский университет Фредерика, является ведущим вузом Скандинавии. В университете работали 5 лауреатов Нобелевской премии: Фритьёф Нансен, премия мира; Рагнар Фриш, премия по экономике; От Хассель по химии; Айвар Джаевер по физике; Трюгве Ховельмо по экономике. Также здесь обучался Рагнар Тёрнквист, разработчик компьютерных игр Dreamfall: The Longest Journey. Норвежский университет естественных и технических наук, центр технического и инженерного образования в стране. Среди известных выпускников лауреат Нобелевской премии по химии Ларс Унсагер, писатель Эрнст Орвиль. Бергенский университет, второй университет страны по времени основания, создан в 1946 году. При университете есть также несколько центров исследования. Центр имени Бьеркнеса, исследования по климатологии, наука, изучающая климат; Центр изучения средних веков; Центр геобиологических исследований. Обучение в вузах Норвегии длится от 3,5 до 4 лет. Если студент учится на медика, юриста, экономиста или инженера, то его обучение будет длиться от 4,5 до 6 лет. Нет экзаменов и при поступлении в норвежский вуз. Для того, чтобы стать студентом, достаточно предъявить школьный аттестат с оценками и обойти в конкурсе других абитуриентов. Норвежские университеты охотно принимают в качестве студентов и ребят из-за рубежа. В норвежских высших учебных заведениях обучается более 10 тысяч иностранных граждан. Если вы рассматриваете Норвегию как место обучения, но не можете определиться с вузом или программой, вы можете обратиться к нашим специалистам SMAPS Education, которые с радостью вас проконсультируют по данным вопросам. Система обучения в норвежских вузах. Мы привыкли, что за экзамен нам ставят оценки от 2 до 5. В Норвегии же 6-бальная шкала оценок, которая выражается буквами от А до Е, где А наивысший балл, F низший. Есть также и предметы, которые потом сдаются по принципу зачет-не зачет. Сама же система образования в вузах Норвегии больше напоминает нашу российскую, чем европейскую. Во многих вузах Европы почти нет вероятности быть отчисленным. Несданные предметы просто автоматически переводятся на следующий год. В Норвегии же, как и в России, есть 3 попытки на каждый экзамен. В случае, если студент завалил и 3-ю, у него также есть возможность переноса экзамена на следующий год. Допуск к экзамену полагается только в том случае, если студент посетил хотя бы 20% занятий. Поэтому нельзя сказать, что посещение здесь строго обязательное, но какое-то количество лекций все же придется посетить. Это были 5 фактов об образовании в Норвегии. Если есть страна, о которой вы хотели бы узнать больше, напишите об этом в комментариях. В описании к ролику вы найдете все полезные ссылки, включая ссылки на наши социальные сети. Если ролик вам понравился, ставьте лайк, это помогает нашему каналу в развитии.